Well, gentlemen, here we are. It's about loving your wives. Но, братья, здесь мы находимся, мы будем говорить о том, как любить своих жен. I had a friend in high school, actually one of my teachers, У меня был друг в школе, на самом деле один из учителей. who said to me, Tim, I found my favorite verse. Он сказал мне: Тим, я нашел свой любимый стих. He said, yeah, wives, be submissive to your husband. Жены, подчиняйтесь своим мужам. And I said, oh, really? Did you read the rest of it? Я сказал: на самом деле, а ты весь отрывок прочитал? No. Нет. Он сказал: конечно, нет. So, we're going to be looking at how to frustrate your wife. Сейчас мы посмотрим, как расстроить свою жену. Scott, if you want to help me teach that, you're welcome to. I have lots of experience. Если Скотт хочет помочь, есть у него очень много опыта, он говорит. Okay, so first of all, we're going to read Ephesians chapter 5, Сначала мы прочитаем 5 главу послания к Ефесянам, 22 to 30. 22 стиха по 33 стих. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, is himself its Savior. Now, as the church submits to Christ, so wives should submit in everything to their husbands. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of his body. Therefore, a man shall leave his father and mother, hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужам, как Господу. Ведь муж – глава своей жене, как и Христос – глава и спаситель церкви, своего тела. И как церковь подчиняется Христу, так и жены должны во всем подчиняться своим мужам. А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя дал за нее, чтобы сделать ее святой, очистив ее водным омовением через слово, чтобы ему поставить ее перед собой, как славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-то подобного, чтобы она была святой и непорочной. Точно так же и мужья должны любить своих жен, любить как свое собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел свое тело, но каждый питает свое тело и заботится о нем. Так и Христос заботится о церкви, потому что мы члены его тела. Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью. В этих словах скрыта великая истина. Я говорю вам, что они относятся к взаимоотношениям Христа и церкви. А что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену, как самого себя, и жена пусть почитает своего мужа. Now, whose instructions are the longest? Для кого самые длинные инструкции здесь? Looks like the husbands. Ну, для мужа. Which is the hardest? Что сложнее всего? Some may say the wives. Может быть, кто-то скажет, что это обязанности жены. And I think it's important to begin by saying that the verb to submit Нужно начать с того, что глагол «подчиняться» is verse 21. это переносится с 21 стиха. It doesn't appear in verse 22. Это на самом деле не находится, нет такого глагола в 22 стихе. But
the impact of it does carry over. Но все-таки значение, влияние вот этого слова есть в 22-м. So what Paul is now beginning to talk about is relationships, mutual relationships that we are involved in life. Павел здесь обращает внимание на такие взаимоотношения, в которых мы живем. He talks about husbands and wives, Он говорит про мужей и жен, children and parents, про детей и родителей, bondservants and masters. про рабов и владельцев, хозяин. And the verb, certainly it is the case that wives are called in this commitment to submit to one another. She is responsible in this relationship to respect and submit to her husband. И точно можно сказать, что в этих отношениях жена призвана подчиняться и уважать своего мужа. The root of the word submit А корень вот этого слова подчиняться is the word for order. – это слово для порядка. So the design is to show how a marriage properly functions in life. Божий замысел здесь – это показать, как брак правильно функционирует в жизни. So husbands and wives are equal, but with different responsibilities. Мужья и жены, они равны, но с разными обязанностями. But this dynamic exists for the sake of order, not so that the husband can give orders. Эта динамика существует для того, чтобы был порядок, но не для того, чтобы муж властвовал или давал повеление. So Barb is talking to the ladies about these first couple of verses, about the wives' role. Итак, Барбара сейчас говорит с девушками о роли жены, But we're going to talk about us. а мы поговорим о себе, о нас. And I believe that if we do what God has called us to do, Я верю, что если мы исполним то, к чему Бог нас призывает, that what they are called to do is much more pleasant. то их призвание становится намного более приятным. And the truth of the matter, research has confirmed И на самом деле исследования доказывают, Cornell University, из университета Корнелл, happy wife, happy life. счастливая жена, счастливая жизнь. It's absolutely the truth. Absolutely the truth. Это действительно истина. Вот и точка. Спасибо, семинар закончен. So, we're going to look at 6 ways you can frustrate your wife. Поэтому мы сейчас рассмотрим 6 способов, как можно расстроить свою жену. The first one is make your love conditional. Первое – это сделайте свою любовь условной. And I think the point is, what we're looking at is, okay, we're to love our wives as Christ loved the church. So Мы должны любить своих жен, как Христос возлюбил how церковь. does Christ love А us? как любит нас Христос? Well, his love is unconditional. Его любовь безусловная. There's nothing about you. It wasn't because you were so smart or so good looking. Это ничего в тебе, это не потому, что ты настолько красив или умный, That Jesus called you into his что kingdom. Иисус позвал тебя в свое царство. But God showed his love to you and me Но Бог проявил свою любовь к тебе и ко мне, that while we were sinners, he died. когда мы еще были грешниками, Христос умер за нас. So our relationship with him is solely on grace, Наши отношения с Ним – это только по благодати, unconditional. безусловно. Our love for our wives should be unconditional. Наша любовь к своим женам должна быть безусловной. Now we have to admit, Надо признаться, when we first met our ladies, когда мы только что познакомились с нашими there were дамами, conditions. были какие-то условия. My wife is pretty good looking. Моя жена достаточно красивая, She has a great personality. у нее прекрасный характер, She has a great voice. она классно поет. A lot of things, a lot of conditions attracted me to her. Были условия, которые привлекали меня к ней. But ultimately, our love for our wives is grounded and expressed through the commitment of a marriage vow. Но в конце концов, наша любовь к нашим женам
основано на заветных отношениях. It should not be based on conditions or circumstances. Это не на каких-то других обстоятельствах или условиях. Maybe she doesn't look the way she did when we first met. Может быть, она не выглядит абсолютно так, как когда вы только что познакомились. She might have some other issues that trouble us. Возможно, есть у нее какие-то свои особенности, которые мешают нам. She won't always agree with us. Не всегда согласна с нами. Sometimes she will aggravate us. Иногда раздражает. But our love is based on commitment, not conditions. Но наша любовь основана на посвящении, а не на условиях. Jesus still loves you Иисус все еще любит тебя, regardless of your flaws. вопреки всем твоим недостаткам. He loved us. He gave his life for us while we were sinners. Он отдал свою жизнь за нас, когда мы были грешниками. And he lives with us and walks with us still while we are still sinners. И Он живет с нами и ходит с нами, пока мы все еще остаемся грешниками. He loves you when you sin Он любит тебя, когда ты грешишь, and brings you back. и Он возвращает тебя. C.S. Lewis wrote this. Льюис написал, He said, love is not merely a feeling. любовь — это не просто чувство, It is a deep unity это глубокое единство, maintained by the will которое поддерживается волей and deliberately strengthened by habit. и которое укрепляется привычками, Reinforced by the grace which both receive from God. подчеркивается благодатью, которую мы получаем от Бога. I love this part. И мне очень нравится эта They часть. can have this love for each other even in those moments when they don't like each other. Они могут иметь эту любовь друг к другу даже тогда, когда они не нравятся друг другу. As you love yourself even when you don't like yourself. Даже так, как вы любите себя, когда, может быть, вы не нравитесь себе. So regardless of how difficult it might seem, your importance, the priority of your relationship is that you love. Даже несмотря на то, что это сложно, самое важное, чтобы вы любили. Someone once said, no one can stop you from loving them. Написано было, что никто не может остановить тебя в твоей любви. So we have to be careful not to communicate to our wives that our love is based on circumstances. Надо очень осторожно не давать нашим женам такое сообщение, что наша любовь зависит от каких-то обстоятельств. On how she looks that day, Как она выглядит в тот день, how she responds to you. или как она отвечает тебе. The key to loving your wife unconditionally is remembering Jesus' unconditional love for you. Ключ к тому, чтобы безусловно любить свою жену, это помнить, что Иисус безусловно любит тебя. So the first way we can frustrate our wives is to make it appear as though our love is based on conditions. Первый способ, как можно расстроить свою жену, это давать вид, что ваша любовь условная. All right. Second way to frustrate your wife, Второй способ be self-serving. заботьтесь о своих интересах, будьте эгоистичными. Because when you look at Ephesians 5, we see that Christ's love is sacrificial. Потому что мы видим в 5 главе Ефесянам, что любовь Христа жертвенная. He says we're to love our wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Мы должны любить своих жен, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. So to what extent did Jesus love you? Насколько Иисус вас полюбил? He gave himself completely for you. Он полностью отдал себя за тебя. His coming was not to be served, but to serve. Он пришел не чтобы получить служение, а чтобы служить другим. Identifying with us, Он
идентифицировал себя с нами. being tempted as we are and yet without sin. Он проходил все искушения, как и мы, но без греха. But all of that leading to the ultimate sacrifice on our behalf. Но все это было для того, чтобы полностью пожертвовать собой ради нас. So the point in his coming, in his sacrifice, was to free us from bondage to sin. Весь смысл в его приходе, в его жертве, это чтобы освободить нас от греха. Jesus came to lay down his life for his sheep, Он пришел, чтобы положить свою душу за своих овец. and we should be willing to lay down our lives for our wives. И мы должны быть готовыми к тому, чтобы отдать свою жизнь за своих жен. We all like to be served. Мы все любим, когда нам служат. In fact, again, research shows that husbands don't do as much as they should around the house. Исследования, конечно, показывают, что мужья не столько делают по дому, как должны. In the United States, there are only two things that husbands can be counted on to do. В США есть только две вещи, которые обычно мужья делают по дому. Как вы думаете, что? So, lay down on the couch and watch TV. Okay, he says to cut the lawn. That's correct. Ага. To mow the Косить lawn, газон. one more, there's one more. Take out the trash. И выносить мусор. Второе. So you know what you do. Вы знаете, что вы делаете. Первое, косить газон. Тарас says, you have to say that's already a lie. That's already a lot. Okay. Это хорошее начало, надо сказать, да? Okay. This is a little joke for you here. Маленькая шутка. There's a man who tells his doctor that he's not able to do all the things around the house that he used to do. Есть один мужчина, который рассказывает своему врачу, что он не может сделать абсолютно все по дому, что раньше он делал. And when the examination is over, he says, "Okay, doctor, what's wrong with me?" И после того, как врач его посмотрел, он спрашивает, ну скажи, что со мной не так? And the doctor says, "Well, you're lazy." А врач отвечает ему, ну ты ленивый. And he said, "Well, now tell me the medical terms so I can tell my wife." И он говорит, ну скажи мне, это какой медицинский термин, чтобы я передал жене? Not funny. Не смешно, no? All right. You never know how things are gonna. Непереводимая шутка, да? Игра слов. Yeah, here's a quotation from George Gilder. Здесь цитата Джорджа Гилдера. Yeah, in the past, sickness, mortality, slow learning, and other childhood afflictions were taken for granted as part of life. В прошлом болезнь, смертность, медленное учение и другие детские такие проблемы были просто нормальной частью жизни. Today, the mother is expected to control them. Сегодня ожидается, чтобы мать полностью все это контролировала. To the difficult tasks of physical support are now added burdens of medical diagnosis, psychological analysis, and early education. Ко всему остальному сейчас у матери еще такие задачи. Медицинское диагностирование, психологический анализ и раннее образование. The mother is still expected to maintain an aesthetically pleasing home for child and husband, to prepare the best meals, to maintain social conditions, and to continue her own private education and development. Ожидается, чтобы мать все еще красиво заботилась о доме, готовила вкусную еду, поддерживала социальные какие-то связи и продолжала обучаться самой и развиваться. There's no question that all too many husbands have neglected their own role in this process. Без всяких вопросов, многие мужья просто упускают свою роль во всем этом. So is it clear to your wife that you are giving yourself up for her? Ясно ли это твоей жене, что ты отдаешь себя за нее?
I often say that my wife is the most selfless person that I know. Мгм. Я часто говорю, что моя жена самый отданный человек, которого я знаю. And if you talk to the rest of the family, they will agree. И все остальные в семье согласны. And so it's easy for me, to sit down after dinner because I know if I don't help, she'll do everything. И поэтому легко мне просто посидеть после ужина, потому что я знаю, что даже если я не помогу, она все сделает. Without complaint. И она не будет жаловаться. But I need to be sure that I am, well, there'll be a surprise for somebody. So I think it's just important to be sure to take opportunities to serve in the home, to serve your wife. Поэтому это очень важно, чтобы мы воспользовались такими возможностями служить в доме, служить жене. Surprise her Делайте сюрпризы. by vacuuming the carpet Можно попылесосить or by doing the dishes или помыть посуду, or by making a meal. приготовить ужин. She will be blessed Она точно получит благословение, as you serve her. когда вы будете служить ей. So if you want to have a frustrated wife, Если хочешь расстроить свою жену, be selfish. будь эгоистичным. Third, Третье, if you want to frustrate your wife, если хочешь расстроить свою жену, be unconcerned about her holiness. не беспокойтесь о ее святости. So you'll notice that as Jesus was concerned about the holiness of his church, Вы заметили здесь, что Иисус заботился о святости своей церкви? back to Ephesians chapter 5, В 5 главе Ефесянам 25 and 26, 25-26 that his sacrifice in order that he might sanctify her, Он самого себя отдал за нее, чтобы сделать ее святой, having cleansed her by the washing of water with the word, очистив ее водным омовением через Слово, so that he might present the church to himself in splendor, чтобы ему поставить ее перед собой, как славную церковь, without spot or wrinkle or any such thing, не имеющую пятна или порока или чего-то подобного, that she might be holy and without blemish. чтобы она была святой и непорочной. So the love of Jesus was not merely to forgive us, but to sanctify us. Любовь Иисуса не только для того, чтобы мы могли получить прощение, но еще и освящение, To enable us to grow in holiness. чтобы мы могли расти в святости. One of my former colleagues at the seminary said this: Один из моих бывших коллег в семинарии так говорил: the man who sanctifies his wife understands that this is his divinely ordained responsibility. мужчина, который заботится об освящении своей жены, понимает, что это его ответственность перед Богом. And here's the question that he asked that is very moving. И вот вопрос, который он задает, что очень сильно трогает. Is my wife more like Christ because she's married to me? Моя жена более похожа на Христа благодаря тому, что она в браке со мной. Is she like Christ, or is she like Christ in spite of me? Она похожа на Христа, подобно до Него, вопреки меня или благодаря меня. Has she shrunk from his likeness because of me? Она меньше похожа на Иисуса из-за меня. Do I sanctify her or hold her back? Я освящаю ее или удерживаю ее. Is she a better woman because she's married to me? Она стала еще лучше благодаря нашим отношениям. And so our loving leadership is designed to help our family, not just our wives, our family, our wives, and our children to grow in their walk with the Lord. Наше любящее руководство в доме предназначено для того, чтобы наши жены, наши дети и все в доме росли в святости. And we want to be those who are supporting her and encouraging her in her walk with Christ. И мы хотим поддерживать их именно в хождении с Христом. In her walk, in her role as a mother and a wife. В роли матери и жены.
and other roles that she has been called to. И в других ее ролях. So this is very, very important Это очень важно. as how do we help our wife grow in godliness? А как мы можем помочь нашим женам стать более благочестивыми? I think there are some very practical things. Есть некоторые очень практичные способы. Практические способы. There's I believe, a God-given instinct that women have that many and most want to be mothers. Есть такой Богом данный инстинкт у большинства женщин, что они хотят стать матерями. Which is a blessing from God. Это благословение от Бога. And to raise godly children. И хотят воспитывать святых Божьих детей. And there's a lot of pressure on families these days when children are born. Есть очень сильное давление на семьи сегодня, когда рождаются дети, To keep the mother working outside the home. чтобы мамы продолжали работать вне дома. And sometimes it's impractical for her to stay home. Иногда это практически невозможно, чтобы она оставалась дома. But I believe in most cases the sacrifice is worth the Но effort. я думаю, что в большинстве случаев стоит пожертвовать этими деньгами, чтобы она оставалась дома. This is helped by the fact that many women can work from home. Конечно, сегодня многие девушки могут работать дома, But when our first daughter arrived, но когда наша первая дочка родилась, my wife was the main breadwinner. моя жена зарабатывала больше меня. I was in seminary, Я еще учился в семинарии. earning $50 a week. Я зарабатывал $50 в неделю. Yes, I'm sure your churches pay better than that. Я уверен, что ваша церковь, ваши церкви еще больше платят, чем это. So we thought, because just of practicalities, that she would have to go back to work after the baby was born. А мы думали, что просто практически размышляя, что ей надо будет вернуться на работу после рождения ребенка. But when I saw that baby in her arms, Но когда я увидел мою дочку в ее руках, her affection and union ее with that child, любовь к этому ребенку, объединение с ним, we changed our plan. мы передумали все это. We were poor, Мы были бедными, but very happy. но очень счастливыми. And God provided all of our needs. И Бог заботился обо всех наших нуждах. I did not get a raise at the church, though. Но церковь не стала больше платить. But obviously, we'll talk a little bit more about that in a minute. Мы через минуточку еще больше об этом поговорим. Fourthly, if you want to frustrate your wife, Четвертое, если хочешь расстроить свою жену, don't tell her that you love her. не говори ей, что ты любишь ее. Jesus tells us all the time in His Word Иисус постоянно говорит в своем слове: that He loves us. «Я люблю тебя». And I remember one occasion a few years ago when an older couple in the church, Я помню один случай несколько лет назад, когда пожилая пара в нашей церкви they invited us for dinner, пригласила нас в гости на ужин. and they'd been married later in life. Они поженились немножко позже в жизни. And I thought it just seemed to be the whole thing seemed a little odd to me. Все казалось мне немного странно. So sure enough, after the meal, Но после ужина the wife said, Pastor Tim, I have something I need to tell you. жена сказала: «Пастор Тим, я хочу в чем-то признаться». She said, Fred never tells me that he loves me. Фред никогда не говорит мне, что он любит меня. I said, Fred, is that true? Я сказал: «Фред, это правда?» And he was shocked. И он был шокирован. He said, I tell you at least twice a year that I love you. Он сказал: «Я хотя бы 2 раза в год говорю, что я люблю тебя». That's not enough. Этого недостаточно. Twice a day would be more acceptable.
2 раза в день, вот, это уже нормально. And what is one of the things that's funny to me is that on special holidays, do you do Valentine's Day in Poland? Не. Valentine's Day. Что смешно для меня, в особенные праздники, как День Святого Валентина, день рождения, You go into the greeting card store, ты смотришь открытки, and there are so many cards that say, и так много открытков, где написано, that I know I don't tell you as often as I should. я знаю, что я не так часто это говорю, как должен. Let me say that my wife would laugh at me if I gave her one of those cards. Если бы я подарил жене такие открытки, она точно смеялась бы с меня. So if that's the kind of card you look for, Если ты ищешь именно такие открытки, you need to take steps to tell your wife that you love her. надо исправить эту ситуацию, сообщи на своей любви чаше жене. But don't forget those daily expressions of affection. Не забывайте каждый день выразить свои чувства к ней. And be sure to, broadly speaking, use your words that build her up. И, конечно, используйте те слова, которые ободряют, назидают ее. So in the chapter before this one, В предыдущей главе, 4, Павел пишет, he says, let no corrupting talk, 429, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Ефесянам 4:29. Не произносите никаких дурных слов, говорите лишь полезное для назидания, чтобы это приносило благодать слушающим. So firstly, what you should avoid, Сначала, чего надо избежать? words, the word corrupting means just rotten, putrid, or foul. Don't use rotten, putrid, or foul words. Ну, дурные слова, мы все понимаем, что это значит, да? Испорченные слова, не используйте их. And say, oh, I don't talk to my wife like that. Ну, я так не говорю со своей женой. Really? На самом деле, There are words that can sometimes, words that cause injury. есть слова, которые ранят. And I think we know each other. This is the problem when you've been married for a while. Когда достаточно долго в браке уже, You know the words that will flip a switch. ты уже знаешь, какие слова могут триггерить свою жену. And you know words that hurt. И ты знаешь, какие слова ранят. And sometimes you willingly take the opportunity to И use those. иногда специально ты применяешь эти слова. It should not be. Это так не должно быть. Other husbands, the pain is created by more subtle put-downs. У других мужей это более такие обиды с нюансами Or expressions of disappointment. или какие-то слова разочарования. And maybe something she's cooked. Может быть, это относится к тому, что она приготовила на ужин. So I have a special guest illustration of that. Есть у меня особый пример этого. Is Bruce here? Брюс, он Okay, never mind. там. So anyway, Bruce and Cindy, his wife, Брюс и его жена Синди, were mentored by Barbara and me. они были нашими учениками с And Барбарой. I did my very best И я специально самое лучшее сделал, to prepare them чтобы подготовить их for marriage. And they're a браку. wonderful couple. There's the son, the youngest son right there. Это замечательная пара, это их младший сын. But Bruce is a foodie. Но Брюс очень любит еду. And the first meal that his wife cooked for him, И первый ужин, который его жена приготовила для she него, was so nervous. она так нервничала. And so she said, how was it? И она спросила в конце, ну и как? And he said it was fine. Он сказал, нормально. Could have used a little more seasoning. Можно было бы еще немножко добавить специй. So she ran out in tears. Она убежала плача. You know, that's something they've learned. Они чему-то научились после этого.
Bruce does a lot of the cooking, Брюс теперь в основном готовит, but it's great encouragement to his wife. но он еще и старается специально ободрить свою жену в этом. So we need to exercise concern in what we say. Надо заботиться особо осторожно о том, что мы говорим. We should only use words that build up other people. Должны применять такие слова, которые назидают других. There are lots of things that you can say, Много чего можно сказать, that you should say. и что нужно сказать. And looking at this crowd, I know that everybody here is married up. Глядя на вас, я понимаю, что вы все поженились на лучших, чем вас, девушках. You should be thankful that your wife has hooked herself to your wagon. Вы должны быть очень благодарными, что у вас именно такая жена. Take the opportunity to thank her for simple things, Благодарите ее за простые вещи, for all the things that she does, за все, что она делает для вас, and who she is. и кто она есть. So when's the last time you thanked her for everything that she does for you? А когда последний раз ты благодарил ее просто за все то, что она делает? When's the last time you thanked her for the care that she gives to the children? Когда последний раз ты поблагодарил ее за то, что она заботится о детях? And be sure to be specific. Надо не в общем, не в целом, а в деталях благодарить. You know, Proverbs 31, where it talks about the godly woman, В 31 главе притчи, it's very specific где написано про женщину благочестивую, about the characteristics of a там godly есть woman. многие детали, какова она. And we need to be sure to ask forgiveness when we fail. И обязательно надо попросить прощения, когда мы не справляемся. And be honest about that. И надо быть честными. I have often said Я часто говорю, that if you can't think of anything good to say, you haven't been paying attention. если ты не можешь, не знаю, если ты не можешь сформулировать что-то положительное, чтобы сказать, то ты недостаточно внимательно смотришь, обращаешь внимание. So I believe that you should be the CEO in your family. Я думаю, что ты должен быть главным в своей семье, Chief Encouragement Officer. главным именно в ободрении. That's right. Not just for your wife, but for your children. Не только для своих жен, но еще и для своих детей. Because the same faults can be found in our relationship with our children. Потому что мы можем найти такие же недостатки в наших отношениях со своими Do детьми. you encourage them? А ты ободряешь их Or do you just criticize them? или только критикуешь? Are they ever good enough? Они иногда достаточно хорошо делают? Do they feel loved by you? Они чувствуют, знают о твоей любви? There was once a woman who had trouble getting the attention of her husband. Однажды была одна женщина, она просто не могла привлечь внимание своего мужа. Her husband just watched football. Он все время смотрел американский футбол. Sunday, В воскресенье, в понедельник, Thursday, в четверг, college football on Saturday. в субботу это среди университетских команд. And one day, he was watching football, Однажды он смотрел американский футбол, and she stood between her husband and the television. и она стояла между ним и телевизором. He said to her, И он сказал ей, she said to him, она сказала ему, do you love me more than football? а ты любишь меня больше футбола? She thought for a moment, Он немножко подумал, and he said, I love you more than hockey. я люблю тебя больше хоккея. Pretty bad. Но это плохо, конечно. But the purpose of the encouraging word is to give grace to those who hear. Но написано здесь, что мы должны говорить полезное для назидания, чтобы это приносило благодать слушающим. Our words should be motivated to minister to our wives, Наши слова должны служить нашим женам, not a back way door
to manipulate her. Не для того, чтобы мы манипулировали ими. Sometimes wives understand that when their husbands get sweet, it's motivated ultimately to serve himself. Часто наши жены понимают, что когда мы говорим какие-то приятные слова, это для того, чтобы что-то получить для себя. And it says to give grace to those who hear. Здесь написано, чтобы это приносило благодать слушающим. You cannot help but to remember the unmerited favor that you've received from the Lord. Надо вспомнить ту благодать, что мы получаем от Господа. And seek to represent that grace and favor to her. И представить эту благодать ей. So, are there things that you say to your wife that do not express love to her? Есть то, что вы говорите своим женам, что не выражают любовь к ней? But do you frustrate her by failing to affirm her and to state your love for her? Расстраиваете ли вы своих жен в том, что вы не говорите такие положительные слова, слова назидания? And so as we talk about communication, another thing that we as men need to be aware of is Когда говорим о коммуникации, как мужчины, мы должны обратить внимание remembering to listen to her. на то, чтобы слушать ее. This is not one of our major points, Это не самый большой пункт. but one of the greatest television interviewers of the generation is a man named Ted Koppel. Был такой американский телеведущий Тед Каппел, And when he was asked how he became such a good interviewer, и когда спрашивали у него, как он стал таким хорошим ведущим, he never has notes in front of him. у него никогда нет конспектов. His answer was that he's a good listener. Он сказал, я хорошо слушаю других. He gains everything that he needs for the interview from listening to his guests. Для своих интервью он получает все, что нужно от своих гостей. And I think it's fair to say that in this room there may be a lousy listener or two. Думаю, что справедливо сказать, что здесь, в этой комнате, наверное, кто-то ужасно слушает. So, do you respond to her before she finishes what she's saying? А ты отвечаешь ей перед тем, как она договаривается? Do you focus your attention on her when she's speaking to you? А ты внимательно слушаешь, когда она с тобой говорит? Do you read the paper? Of course, people do it online. You read the paper and she comes in and asks you a question. Do you look up? Если ты читаешь что-то, он сказал в газете, но лучше сказать онлайн. Если она заходит и задает вопрос, а ты смотришь на нее? Another way, now we move to another way to frustrate your wife. Окей, пятый способ, как можно расстроить свою жену. Don't lead. Не веди, Don't lead your family. не руководи своей семьей. We're called to be the loving leaders in our families. Мы должны быть любящими лидерами, руководителями своих So many семей. wives are frustrated when their husbands don't lead. Поэтому многие жены расстраиваются, когда мужья не ведут. We are called to lead by example. Мы должны вести их своим личным примером. And that example, as you know, one of the things that our children are most sensitive to is hypocrisy. И вы знаете, что особенно дети очень легко улавливают лицемерие. Do what I say and not what I do. Ну, делай, что я говорю, но не то, что я делаю. But that doesn't work. Это не работает. The things that are really important are the things that you make room in your life for. Мы знаем, что то, что действительно важно, вы обязательно находите время для этого. And your children are watching. И ваши дети смотрят. I had a man who used to come to our church. He was very enthusiastic about our church. Был мужчина, который раньше ходил в нашу церковь и очень хорошо отзывался о нашей церкви. And I said, "Where's your family?" И он спрашивает They never came with him. у этого мужчины, а где ваша семья? Он говорит, ну, они никогда не приходили вместе с ним. So one time I stopped in at their home unannounced. И однажды я просто остановился у них дома, не заявляя об этом заранее.
to visit the family. чтобы увидеть семью. And it was clear that he was not being a good example. Ясно было, что он не подавал хорошего примера. He was an abusive husband and father. Во многом он руководил домом насилием. He was often drunk. Часто он был пьяным. So they had no interest in the things that У них не было никакого интереса к духовным вещам. I think even sadder perhaps are the fathers who stay home and send their families, send their children to church. Еще грустнее, это когда папа остается дома и отправляет свою семью в церковь. What happens is as soon as those children are out of the home and able to make their own decisions, they will often not go to church. Конечно, как только эти дети выходят из дома, уезжают из дома и уже принимают свои решения, они больше не будут ходить в церковь. Yeah, I'm very thankful to have been raised by parents who set a good example for me. Я очень благодарен, что мои родители подавали мне хороший пример. My dad was a rural mail carrier in the rural areas of Lancaster County. Мой отец был таким почтальоном вне города, в таких местностях. We had a lot of Amish and Mennonite farmers on his route. Там очень много было амишей и меннонитов. Christmas time was always fun Во время Рождества всегда было весело, because the farmers would put out fresh cookies for the mailman. потому что фермеры, все местные, они оставляли свежие печенье для почтальона, Homemade fudge for the mailman. шоколадные такие штуки, как брауни. Very good. It was so good. But one day he drove up to a mailbox Но однажды он подъезжал к ящику, and a live goose was tied to the mailbox и там живой гусь был привязан к этому ящику. with a tag that said for the mailman. И там было написано «для почтальона». That's the most violent thing I ever saw my dad do. Самое ужасное, что я увидел от своего отца, это когда он покончил But he worked гуся. 6 days a week, Он работал 6 дней в неделю. and 2 or 3 days a week, when he got home from delivering the mail, he worked as an accountant for a firm in town. И еще 2-3 дня в неделю, приезжает домой после работы, он еще подрабатывал бухгалтером для одной фирмы в городе. And he would have been, he's the hardest working man I've ever known. Он самый трудолюбивый человек, которого я знал в своей жизни. And if there's ever anybody who could have said, you go to church, Sunday's my only day. Если бы кто-то мог бы сказать, вы идите в церковь, а я останусь дома, это мой единственный выходной день. No. Every Saturday night, our shoes are being shined. Не. Мы чистили обувь субботу вечером каждую неделю. We knew we were going. Мы знали, что мы пойдем в церковь. Church and Sunday school. После церкви еще воскресная школа. And they were very involved in the ministry of the church. И мои родители очень сильно принимали участие в служении церкви. I really didn't appreciate that then. Я не ценил этого тогда. But when I became a Christian in college, Но когда я стал христианином в университете, I appreciated the discipline and the example they had set for me. я действительно оценил их дисциплину и их пример. So it must be evident to our families that we are following the Good Shepherd ourselves. Наши семьи должны увидеть, что мы сами идем за нашим пастырем, за Христом. And I think leading in our family devotions, Нам надо вести свою семью в чтении Писания, taking some time in Scripture and prayer. молиться, читать Писание вместе с ними. Doesn't have to be an hour long. Это не обязательно час. Something simple that they will remember. Что-то простое, запоминающееся. And that changes. I found that the material that you use changes as children grow. Конечно, по мере того, как дети растут, это меняется. So it's important to be flexible Поэтому нужно быть гибкими with the schedules and times. с расписаниями, с планами.
But be sure that you are setting that example. Но обязательно надо подавать этот пример. And in your own devotional life as well. И вы тоже должны изучать Писание для себя. It wouldn't hurt if your children caught you reading the Bible once in a while. Классно, когда дети просто застают вас за чтением Писания. I've seen so many wonderful examples of parents who have been wonderful servants in the church and whose children follow in that commitment. Я видел очень много примеров того, как родители служат верно в церкви, и дети потом тоже пойдут следом за ним. So leading in love. Вести свою семью в любви Is an important way to show our love to Christ. – это важный способ, как проявить свою любовь ко Христу. And I think also to be available to your wife for emotional and spiritual support that she needs. И я думаю, также надо быть доступным для своей жены, чтобы дать ей нужную поддержку эмоциональную и так далее. The last way to frustrate your wife. Последний способ, как можно расстроить свою жену, Make her fake respect. сделай так, чтобы ей нужно было притворяться в уважении, чтобы уважение было притворным. К сожалению, перевод не совсем соответствует. So the very last verse of chapter 5. Последний стих, предпоследний стих 5 главы. The husband is called to love his wife as himself. Нет, последний стих. Пусть каждый муж любит свою жену как самого себя. And let the wife see that she respects her husband. И жена пусть почитает своего мужа. So you see that the wife is called upon to respect you. Мы видим, что жена призвана уважать, почитать своего мужа. Let that be from a sincere heart. Пускай это будет из чистого, искреннего сердца. And not having to fake it or pretend Без притворства. that your relationship is okay, that everything is good. Чтобы ей не надо было притворяться, что все в порядке в ваших отношениях. I think of that in particular with leaders in the church. Особенно, мне кажется, это относится к руководителям, служителям в церкви. That we are called to be examples to the flock. Мы должны быть примерами для стада, including in our marriages. в том числе и в своих брачных отношениях. And it's a sad thing when a relationship is not right with leaders and their wives. И очень печально, когда в церкви между служителями и их женами отношения хромают. And she feels compelled to fake respect. И она чувствует такую необходимость притворяться в уважении к своему мужу. We don't want to put our wives in that position. Мы не хотим заставить их притворяться. Again, nobody's marriage is perfect. Мы понимаем, что наши браки несовершенны. We do frustrate our wives. Мы точно расстраиваем своих жен. Maybe a good question for you to ask would be, Может быть, хороший вопрос, чтобы задать. is there anything that I do that frustrates you? Дорогая, я что-то делаю, что расстраивает тебя, раздражает тебя? Are you brave enough to ask that? А вы достаточно мужественны, чтобы задать этот вопрос? Yeah. But when the fall into sin happened, Когда было грехопадение, sin turns everything upside down. Грех все сворачивает с ног на голову. So the man blamed the woman and the woman blamed the serpent. Муж обвиняет жену, жена обвиняет змея. And in marriage, the trajectory of sin is for men to abrogate their role of leadership. И в браке
Такая траектория греха – это чтобы мужчины оставили свою роль в руководстве семьи. And the woman's temptation is to take over. А искушение женщин, наоборот, это чтобы она взяла руководство. In fact, that's one of the interpretations of the curse in Genesis chapter 3. На самом деле это одна трактовка проклятия в 3 главе Бытия. Let me find it. Looking specifically at the words to the woman, Особенно смотрим на слова, адресованные женщине, verse 16. в 16 стихе. It says, I will surely multiply your pain in childbearing, «Я мучительно сделаю беременность твою, bring forth children. страдания ты будешь рожать детей, Your desire shall be contrary to your husband, ты будешь желать мужа, but he shall rule over you. и он будет властвовать над тобой». Some Hebrew scholars suggest that this translation could be, your desire shall be for your husband's position. Некоторые еврейские ученые или ученые по еврейскому языку заявляют, что, возможно, это значит, ее желание будет занять место мужа. But that is a position that will not be given to her. Но вот эта роль не будет отдана ей. So you can see the tension. There's a tension that we want to be. Видите такое напряжение? And I think this is often the case in the church too, И часто это бывает и в церкви, where men will withdraw from fulfilling their biblical responsibilities. мужчины отходят от исполнения своих библейских обязанностей. The ministry of women is absolutely crucial to the church. Служение женщин, безусловно, необходимо в церкви. But in the church, we are equal with different responsibilities. Но в церкви, как и в браке, мы равны, но с разными ответственностями. Okay. So my hope for you Моя надежда для вас that you will frustrate your wife less – это чтобы вы меньше стали расстраивать своих жен, than you do now. чем сейчас. Under the umbrella, Это, конечно, под эгидой. remember to love your wife as Christ loved the church Помните, любить своих жен, как Христос возлюбил церковь and gave himself up for her. и отдал себя за нее. Questions? Any Есть у questions? вас вопросы, может быть? You can tell me how you frustrate your wife. Может быть, вы скажете мне, как вы расстраиваете своих жен? Никита сейчас даст отдельный семинар. Никита will give us a separate seminar. Separate seminar. Вопросы, комментарии? А вы когда с своей супругой познакомились, вы уже были, как я понимаю, тоже в Христе, и ваша супруга в Христе, и у вас были общие интересы, общие мировоззрения? So when you met your wife, Yes. were you both already Christians? Did you already have a common worldview and No. common interests? No. Нет. I was raised in a Christian home, but I had not made a profession of faith. Меня воспитывали в христианском доме, но я еще не был христианином. Barb was a professing Christian. Барбара тогда исповедовала Христа. It was when I went to college that someone shared the gospel with me. Это только когда я поступил в университет, я услышал Евангелие Campus Crusade. через служение Campus Crusade. And so we grew together then. И тогда мы стали расти вместе. And I'm not sure she was mature enough in Christ to know that she shouldn't be dating me. as a non-Christian. Я не думаю, что она тогда была достаточно зрелой во Христе, чтобы понять, что она не должна была со мной встречаться. Что послужило для развития ваших отношений? Что послужило? So what was the foundation then for developing your relationship? We had so much in common. У нас очень много общего было. We loved music. Мы любим музыку, We had similar cultural backgrounds. общие какие-то культурные там, воспитания моменты. Yeah. Christ was not central. Христос не был центральным. Окей, это, наверное, тогда все. Девушки закончили. Let's do it, man. Let's do it.